Всем привет! В этом ролике вяжем красивый кардиган на молнии. Подойдет модель как для мальчика, так и для девочки. Я вяжу на возраст 5 лет. Длина изделия 40 сантиметров. Вяжем из интересной пряжи, которая сама ложится в узоры. Мы будем вязать из пряжи Гималая Norway. Здесь в составе акрил и шерсть. Пряжа очень интересная. На 100 грамм здесь 165 метров. Мой цвет 51 525. Пряжа наша окрашена в секции различной длины. У меня здесь присутствуют такие оттенки, как бежевый, серый и темно-зеленый. Пряжа самостоятельная, узоров не требует. Она сама по себе интересно ложится в различные узоры за счет вот этих секций разной длины. И каждый раз при вязании из этой пряжи различных изделий ваши узоры будут ложиться по-новому в зависимости от ширины полотна. Пряжа мягкая, не колючая, подойдет как для вязания детских изделий, так и взрослых. Для работы производитель рекомендует нам спицы номер 5. На пятерках мы и будем вязать. Оставляем длинный кончик нити и обычным способом на спице с леской любой длины мы набираем 61 петлю плюс 2 кромочные. Количество петель должно быть нечетным для симметрии резинки. Мы набрали 63 петли, разворачиваемся, первую кромочную снимаем и начинаем вязание резинкой 1 на 1. Начинаем вязание с изнаночной петли. 1 изнаночная, 1 лицевая. Все петли в этом ряду вяжем за передние стенки, чтобы они не скрещивались. 1 изнаночная, 1 лицевая. Во втором и последующих рядах кромочные снимаем, над лицевыми вяжем лицевые за задние стенки, над изнаночными изнаночные за передние. Продолжаем вязать резинку 1 на 1 и всего провяжем 11 рядов для нашего воротника стойки. После того, как провязали нужную нам высоту, распределим петли по регланным линиям. У нас на спицах сейчас 63 петли, это 61 петля плюс 2 кромочные. Кромочные мы не трогаем, расчеты проведем для 61 петли. По одной петле нам надо оставить на регланные линии, которые будут отделять рукава от спинки и переда. Вычитаем 4 петли, у нас остается 57. Делим получившееся количество петель на 3 по 19 петель. 19 петель на спинку, 19 петель на перед и 19 петель на 2 рукава. Спереди у нас молния, которая должна симметрично делить наши петли, но 19 петель пополам не делится, так же как и петли рукавов, поэтому здесь мы немножко подработаем количество петель. Одну петлю я вычитаю из спинки, прибавляю к переду, спереди 20 петель, на спинке остается 18. Если на рукава мы оставим по 9 петель, то у нас остается 1 лишняя петля, которую мы прибавляем к спинке. В итоге получается так. Вот все наши петли, здесь молния и начало ряда. Мы вяжем вправо, здесь рукав и здесь рукав. До первой регланной линии нам надо провязать 10 петель, рукав 9 петель, спинка 19, рукав 9 и еще одна передняя часть 10 петель. Здесь 2 кромочные. Всего 63 петли. Я развесила маркеры по нашей схеме. Кромочная плюс 10 петель, маркер, регланная петля, 9 петель рукава, маркер, регланная петля и 19 петель спинки. Маркер, регланная петля и 9 петель рукава, маркер, регланная петля, 10 петель и кромочная. Мы переходим на вязание лицевой гладью, и в каждом лицевом ряду мы будем делать прибавления вдоль регланных линий. Кромочную снимаем. Провязываем все петли лицевыми. Вяжем за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. Провязываем первую часть переда. Перед маркером всегда делаем прибавку лицевой с наклоном вправо. Поднимаем вот эту протяжку на себя и провязываем лицевой за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. После маркера всегда лицевая. Накидываем протяжку от себя и провязываем лицевой за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Такие прибавления будем делать вокруг каждого маркера. Далее провязываем петли рукава
лицевыми. Вяжем до следующего маркера. И снова перед маркером всегда протяжку накидываем вот таким образом и провязываем лицевую за переднюю стенку. Маркер, лицевая, протяжку накидываем и провязываем лицевой за заднюю стенку. Вяжем петли спинки, провязываем лицевыми за ближайшую стенку. Дошли до маркера, накидываем протяжку вот таким образом. Провязываем лицевую за переднюю стенку, маркер, лицевая, протяжка, провязываем ее за заднюю стенку. Такие прибавления делаем вокруг каждого маркера в каждом лицевом ряду. Прибавка с наклоном вправо, маркер, лицевая, прибавка с наклоном влево. Довязываем ряд до конца лицевыми. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. В изнаночном ряду кромочные переснимаем и все петли будем провязывать изнаночными без прибавок. И таким образом на возраст 5 лет нам надо провязать длину регланной линии около 15 сантиметров. Я провязала 24 ряда. У меня вышло 12 рядов с прибавками. И сейчас мы будем вывязывать азиатский росток. Он вывязывается на спинке. Будем работать только с этими петлями, вязать поворотными рядами. Для начала провяжем переднюю часть до петель рукавов. Петли рукава переснимем на дополнительную спицу и перейдем к спинке и к нашему ростку. Провязываем переднюю часть по узору. Я вяжу просто лицевыми. Дошли до петель рукава. Маркер убираем. Вытягиваем спицу, чтобы петли передней части никуда не убежали. Петли рукава переснимаем на дополнительную спицу. На любую спицу меньшего размера. Пересняли петли рукава. Убираем их в сторону. Аккуратно, чтобы петли не слетели. И к спинке подводим нить от нового мотка. Сейчас мы будем работать только с петлями спинки. Провязываем все петли лицевыми до маркера, отделяющего спинку от рукава. Довязали петли до маркера. И здесь нам надо добавить 2 петли. Вот таким образом накручиваем на спицу 2 петли, затягиваем их потуже и разворачиваемся. Первую петлю аккуратно снимаем. Далее все петли провязываем изнаночными. Довязываем петли изнаночными до начала спинки. В конце спинки нам тоже надо прибавить 2 петли. Точно таким же образом накручиваем их на спицу и разворачиваемся. Прибавили по 2 петли с обеих сторон. Первую петлю снимаем. Далее петли провязываем лицевыми. Вяжем до конца спинки. И здесь нам снова надо прибавить 2 петли в конце ряда. Всего мы будем прибавлять по 6 петель с каждой стороны. То есть всего провяжем 6 рядов ростка. Развернулись. Первую петлю снимаем. Далее вяжем петли изнаночными. В конце ряда мы снова прибавляем 2 петли. Затягиваем петли потуже. Первую снимаем. Вяжем петли лицевыми. И еще один раз прибавим петли с лицевой стороны и 2 петли прибавим с изнаночной стороны. После того, как провязали 6-й изнаночный ряд, у нас на спицах сформировался азиатский росток одновременно с подрезом. По 6 петель прибавлено с каждой стороны, и здесь нить можно отрезать. Возвращаемся к провязанным петлям передней части и провязываем петли спинки той нитью, которая у нас осталась на передней части.
Вяжем лицевыми до конца спинки. Провязали петли спинки. Далее у нас идут петли рукава. Мы их переснимаем на дополнительную спицу. Петли рукава пересняли, убираем их в сторонку, чтобы петли не убежали, и соединяем спинку со второй передней частью. Довязываем ряд до конца. И вот что у нас сейчас получается. Мы соединили тело нашей кофты и далее будем вязать поворотными рядами. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Вяжем таким образом на нужную нам длину. Я провяжу 33 ряда лицевой гладью. После того, как провязали нужную нам длину кофты, мы переходим на вязание резинкой 1 на 1. Провязываем одну лицевую, одну изнаночную. Всего я провяжу 8 рядов резинкой. Закрывать петли мы будем обычным способом. Кромочную снимаем, провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую. Снова провязываем лицевую, накидываем предыдущую. Таким образом закрываем все петли до конца ряда. В конце ряда петлю вытягиваем и нить отрезаем. Теперь переходим к рукавам. Нам надо добрать петли из сформированных подрезов. Я буду вязать рукава на спицах длиной 40 сантиметров. Ищем серединку нашего подреза. Подводим рабочую нить. Вводим спицу прямо в петлю. И вытягиваем петлю рабочей нитью. Набрали первую петлю, вторую, рядышком третью, четвертую и пятую. С одной стороны подреза я набрала 5 петель. Далее провязываем петли рукава по кругу. Какого-то особого правила, как правильно набирать петли для рукавов из подрезов, не существует. Главное, чтобы между петлями не оставалось больших расстояний или дырочек. Провязали петли рукава со спицы и добираем петли из второй половины подреза. С этой стороны я доберу 6 петель. Всего добрали 11 петель из подреза. Повесим маркер начала ряда. Здесь у нас начало рукава. И далее провяжем 4 ряда лицевыми петлями по кругу. В каждом пятом ряду мы будем делать убавки следующим образом. После маркера вяжем одну лицевую, далее 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем 2 петли вместе лицевой. Довязываем ряд, не довязывая 2 петли. Эти 2 петли мы разворачиваем и провязываем лицевой за задние стенки. Получилась петля с наклоном влево. Такие убавки будем делать в каждом пятом ряду. То есть сейчас провязываем 4 ряда лицевыми, в пятом делаем убавки. Я сделала 11 пар убавок. И сейчас мы приступаем к вывязыванию манжетов. У меня на спицах 21 петля, а нам нужно четное количество петель для формирования резинки. Поэтому в конце ряда мы провяжем 2 петли вместе. Здесь для удобства вязания можно перейти на носочно-чулочные спицы. И мы вяжем резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Довязываем ряд до конца и в конце ряда провязываю 2 вместе изнаночной. Теперь на спицах 20 петель мы продолжаем вязать резинку. Над лицевыми провязываем лицевые петли, над изнаночными изнаночные. Вяжем за ближайшую стенку, чтобы петли не скрещивались. Вяжем на нужную нам длину манжета. Я провязала 6 рядов резинкой. Закрываем петли следующим способом. Провязываем лицевую, делаем накид от себя, провязываем изнаночную, накидываем на нее накид и предыдущую петлю. Если перед нами лицевая петля, делаем накид на себя, провязываем лицевую, накидываем на нее накид и предыдущую петлю. Перед нами изнаночная, накид от себя, вяжем изнаночную, накидываем 2 предыдущие петли. Перед нами лицевая, накид на себя. Таким образом закрываем все петли.
Когда закрыли все петли, нить отрезаем, вставляем в иголку широким ушком, ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия, под обе стенки вводим иглу и далее в середину той петли, из которой выходит нить. Сразу же уводим нить наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем, я делаю небольшой узелок и уводим нить по задним стенкам петель в одну сторону и в другую. Вот такое эластичное закрытие петель выходит. Аналогично вывязываем второй рукав. Нам осталось обвязать нашу кофту по контуру. Я буду обвязывать секции серой нитью. От пройм мы спускаемся вниз и примерно с этого места начинаем обвязку. Я взяла крючок номер 4. Вводим его под обе стенки кромочной. Вытягиваем петлю. Далее делаем накид рабочей нитью и протягиваем накид через нашу петлю. Вводим крючок под обе стенки следующей петли. Вытягиваем петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2. Идем под следующую кромочную, под обе стенки. Вытягиваем петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2. Таким образом будем обвязывать по всему периметру. Я заканчиваю с нижней частью, и здесь я дошла до угла. Сейчас покажу, как мы будем закругляться. Вводим крючок мы под самую крайнюю кромочную, чтобы он попал прямо в уголок изделия. Под обе стеночки вытягиваем первую петлю, провязываем. Далее вводим крючок в эту же петлю, провязываем вторую петлю и еще один раз вводим крючок в эту же петлю. Таким образом у нас получается поворот вокруг периметра изделия. Обвязываем переднюю часть кофты. Попутно мы можем прятать кончики полотна в нашу обвязку. Здесь все то же самое, под кромочную и вытягиваем петлю. Продолжаем обвязывать наши изделия по всему периметру. Здесь хочу сделать важное дополнение, чтобы горловина не получилась слишком широкая, как вышло у меня. Верх изделия обвязывайте поплотнее, то есть крючком подхватываем 2 петли и из них вывязываем одну. Когда закончили обвязывание, здесь у меня еще одна петля. Вытягиваем нить, отрезаем ее, вводим крючок в первую нашу петлю закрытия, первую петлю обвязки. Протягиваем нить на изнаночную сторону и затем надо ее увести в середину той петли, из которой она выходит. Вот такое незаметное соединение у нас получилось. Вот эти хвостики закрепляем и прячем в полотно. Точно так же, как мы делали при помощи иглы. Уводим нить по задним стенкам петель с изнаночной стороны. После этого отправляем наше изделие на ВТО. Посмотрите, как разравнивается нить после обработки. Такое очень нежное изделие выходит. Нам осталось пришить молнию. Перед тем, как молнию пришивать, нам надо обязательно изделие отпарить. У меня немного не сошлись секции на рукавах, но от этого изделия наши только оригинальнее. Общая длина 40 сантиметров. Я подобрала вот такую молнию. Она тоже с длиной 40 сантиметров, молния разъемная, ширина ее 3,5 сантиметра. Перед тем, как молнию начать пришивать, нам надо ее хорошенько закрепить в изделии при помощи булавок, чтобы у нас изделие нигде не сборилось. Сначала мы соотносим низ изделия и молнии и верх. Здесь у меня будет подгиб молнии. Вот здесь она будет заканчиваться. Сюда тоже булавку. И далее закрепим серединку изделия, чтобы нигде ничего не топорщилось. При помощи обычной иголки с ниткой мы начинаем аккуратно молнию нашу пришивать. Сюда я спрячу узелок.
Пришиваем близко к молнии, но чтобы полотно на нее не заходило. И пришиваем мы прям каждую петельку, аккуратно, не торопясь. Несколько стежков сделайте в начале, чтобы хорошенько закрепить молнию. И далее мы пойдем по кромочным. Вот таким образом, стежок за стежком, аккуратно пришиваем молнию. Я дошла до верхушки. Здесь мы делаем подгиб и стежки делаем почаще. Дальше нам надо прошить верхушку молнии, пришить ее к полотну. Тоже мелкими стежками прошиваем. И вот эту часть молнии нам тоже надо прошить, чтобы она у нас здесь внутри изделия не болталась. Вот такими простыми стежочками пришиваем ее к полотну. Пришиваем вторую половинку молнии. Вот что у нас получается. Все красиво и аккуратно. Кардиган можно носить как в застегнутом виде, так и нараспашку. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.